Вивиан, не переживай. Нашей дочке так будет лучше. Да, я знаю, но я очень, очень скучаю. Аарон, мое сердце не выдерживает, я так больше не могу. Вивиан, мы все правильно сделали. У нас не было другого выбора. Так ей будет лучше. Друзья, всем привет! Я начинаю эту серию со вставки с прошлых выходных, чтобы показать вам, что там произошло, потому что я сама так и не поняла, что у меня случилось с Микаэлой. Первоначально у меня выпало вот это уведомление. Я не знала, что здесь выбрать, потому что правила еще не обновлены, и я выбрала первый вариант – стать игровым призраком. И я почитала, что в этом случае персонаж должен остаться как в моей семье как призрак, но я могла им управлять. Потому что у меня в мыслях была идея, что, может быть, я ее смогу как-то воскресить, хотя я знаю, что это нарушение правил, это просто мои первые мысли были. Но после того, как я выбрала этот вариант, Микаэла исчезла, ее не было в моей семье, но пришло уведомление, что Микаэла не получает достаточного внимания, и ее заберут в безопасное место. В безопасное место. Это я вообще не поняла, что это. Но потом у моих у всех появился вот этот вот мудлет, отобранный ребенок. Социальные работники забирают ребенка из-за пренебрежительного к нему отношения. Вот. И смотрите, на древе династии, да, на древе моей семьи Мика живая. То есть получается, что ее действительно забрали соцработники. А почему вышло вот это вот уведомление со смертью, я так и не поняла. Мы вместе пообсуждали с вами в комментариях, и я все-таки склоняюсь к выводу, что это так повлияло ее черта характера. У нее была черта характера, что она грустная или угрюмая, как-то так. А в последнюю неделю моим практически каждый день звонили и говорили, что кто-то из родственников Вивиан умер. То есть, если все остальные были просто грустными, то для нее это было, видимо, большим эмоциональным шоком. И мне понравилась ваша идея, одна из ваших идей, которую предложили в комментариях, как объяснение случившегося, что у Микаэлы изначально с рождения было больное сердце. Но в Глазботе у нас еще нету врачей, у нас нету клиник, и поэтому все вот эти вот звонки о смерти родственников привели к тому, что ей нужна была срочная операция и пересадка сердца. То есть оно у нее, то есть она настолько перенервничала, что оно остановилось практически. Поэтому Вивиан с Аароном пообщались, они поговорили с офицерами, и было принято решение, что Микаэлу забирают из семьи и увозят в большой мир на лечение. Она будет жить в месте, где живут офицеры, когда они ездят в большой мир для отбора новых участников. Место-то огорожено, посторонних там нет, но они будут вывозить Микаэлу на лечение, и ей будет проведена необходимая операция. Ну, а моим, несмотря ни на что,
Придется дальше жить, дальше закрывать карьеры. И, знаете, вот то, что случилось, для них теперь будет таким самой большой мотивацией, для чего нужно проходить эту жизнь, да, для чего они будут стараться. Они будут стараться ради Микаэлы, ради других детей, чтобы, если вдруг кто-то болеет, чтобы таких случаев больше не повторялось. Тео вот со своей грустью справляется у меня с помощью йоги, а Джейден, не поверите, Джейден все свои эмоции вымещает на груше. Это было неожиданно для меня, потому что раньше он к ней никогда не подходил. А сейчас вот бьет грушу. За субботу Аарон у нас еще докачал логику до максимума. Я была удивлена, потому что в этот момент вот и Вивиан, и Айден, они все собрались около Аарона и подбадривали его кто как мог. Так что можете нас поздравить, мы сделали еще один большой такой шаг к закрытию карьеры у Аарона. И, конечно же, самое важное, что произошло, Аарон у нас достиг 10-го уровня карьеры. И здесь, кстати, написали, что он достиг максимального уровня в карьере тайного агента, но на самом деле в этой карьере 11 уровней. И ему сегодня за 2 часа опять идти на работу. Итак, 58 минут, отключаем йогу, и Аарон отправляется на работу. Как я говорила, ему дали всего час на перерыв. Это на самом деле сложная карьера. Поставлю ему упорно работать, потому что нам осталось всего 1, 2, 3, 4 похода на работу, и Аарон повзрослеет. И если он за эти дни не справится, то карьеру мы не закроем. А сегодня воскресенье, и я построила вот еще один подвальный этаж. Это получается у нас уже -3 этаж. Так как у меня не стало Мики, я планирую здесь сделать такую, знаете, комнату памяти. О, красивое название для этой комнаты. И я вам раньше показывала, да, что я сама сделала картины. Это мой первый CC-контент, который я сделала сама, перекрасила, да. Но я хотела как-то сохранить в памяти историю нашей семьи, поэтому я вот выбрала в таком варианте. Я поставила им цену всего 1 симолеон, и никаких доп. Свойств, типа обстановки, уюта у них нет. Да, я знаю, что по правилам мы никакие картины вешать не можем, но я сделала эту комнату пока, знаете, для себя. Я закрою в нее дверь, и мои сюда ходить не будут, только если не произойдет опять какой-нибудь форс-мажор. И у меня вот здесь есть фото со всей семьей Вивиан. Еще у меня есть фото со свадьбы Вивиан и Аарона. Ее, я думаю, можно уже повесить. Это у нас уже не изменится, это факт. И внизу, вот для чего я сделала эту комнату. Внизу я хочу повесить фото Микаэлы. Она у нас останется в памяти, в возрасте ребенка. Урны от нее не осталось, но вот хотя бы фоточка у нас останется. Вот так мы завершаем воскресенье, и я тогда сохраняюсь, и мы начинаем играть с вами уже с понедельника. Месяц еще не спрятался, а Вивиан я уже отправляю за луком. И посмотрите, из них всех только она может собирать лук. 4 парней, и ни у одного из них не активно действие собрать лук. Поэтому я даже не знаю, как после Вивиан, да, кто у нас будет собирать этот лук. И как и на прошлой неделе, у нас сегодня главный Аарон, и мы с ним моем руки. У него сегодня выходной, поэтому, скорее всего, мы сегодня пожарим рыбку, потому что... Давайте я сначала открою календарь. Опять праздник у нас. Потому что, смотрите, у него день рождения с понедельника на вторник. А работает он вторник, среда, пятница, воскресенье. То есть у него осталась вот только эта неделя до воскресенья, чтобы достигнуть вершины карьеры. И плюс ему до понедельника нужно прокачать ЗОЖ. По карьере нам нужно вот продвинуться на 2 деленица в части производительности. Сегодня понедельник, и у нас остается 1, 2, 3, 4... 4 рабочих дня остается. Надеюсь, нам этого хватит. Но при этом ЗОЖ
у нас только 7-го уровня. Поэтому нам нужно, чтобы он у нас старался. И луком я его кормить не хочу, поэтому планирую сегодня из-за него, вот именно из-за него приготовить рыбку. Айден у нас в школу не ходит, но он спокойно, смотрите, спокойно знакомится на улице с ребятами, с девчонками. Он, конечно, очень отличается от наших старших парней. Он более общительный, что ли, по сравнению с ними. И как-то у него все это очень быстро происходит. Так, Аарон, давай заканчивай заниматься. А то ты что-то у нас уже стал недовольным. А это нам почту несут, да? Нам принесли счета. Сегодня будет единственный день, когда я оплачу счета сразу же, как их принесли. И сейчас вот Вивиан оплатит их, и я отправлю ее жарить рыбу, потому что Аарону поплохело, поэтому для поднятия его боевого духа Вивиан приготовит ему вкусную еду. А я тем временем отправляю деньги в фонд города. Все, пока-пока. Аарон у нас сломал туалет, Вивиан готовит. И, как я и говорила, у нас теперь Джейден ответственный за ремонт, идет ремонтировать. И, наверное, я дам Вивиан один кусочек рыбки съесть. Исторический момент. Исторический момент, друзья. Основательница нашего челленджа в апокалипсисе. Айден, да пошел есть, как ни в чем не бывало. Извини, всем один кусочек. Я, кстати, после обновления, вот связанного со смертью, допа жизни смерти у меня нет еще. И вот после обновления я еще не играла, чтобы персонаж умирал. И в правила по челленджу изменений, связанных с этим допом, еще не внесли. Поэтому не знаю, как будет в будущем. Но для себя я приняла решение, что я буду выбирать стать местным призраком, потому что если выбирать стать игровым, то получается, я, во-первых, смогу им управлять, а во-вторых, он будет занимать лот в нашей семье. И думаю, что, наверное, по логике это будет как-то неправильно. Поэтому Вивиан у нас становится местным призраком. Все. И вот у нас появилась урна. И я даже не знаю, как после такого они смогут поесть и дальше чем-то заниматься. Думаю, знаете, у Вивиан не выдержало сердце из-за Микаэлы. И если бы Микаэлу не забрали, то, мне кажется, Вивиан с нами бы побыла подольше еще чуть-чуть. А тут из-за этого события она не выдержала. Видите, практически сколько? Пару дней прошло, и все. И я сейчас Аарона поставлю на коврик. Тео вот тоже любит на него приходить. Тео, давай, отойди, нам нужно, чтобы папа сегодня позанимался йогой. Айден у нас садится играть. Я надеюсь, что в этом состоянии логика ему поможет. Аарон у нас остается на коврике. И когда это ему надоест, мы пойдем прокачивать пакости с соседями. И вот после коврика Аарон у нас вышел на улицу, чтобы попрактиковаться в пакостях. Айден играет. И я сейчас первый раз увидела, чтобы мои ребята засмеялись, представляете? Потому что после случая с Микой никто из них вообще не улыбался. Подросток. А мы такую не знаем. Кстати, мы такую не знаем. И вот новая девочка. И она сразу кокетливая, а он очень грустный.
Почему у него нет, знаете, вот бывает излить душу, попросить совета. Мне кажется, ему бы это сейчас помогло. Или Тео считает, что мужчина не жалуется. Тео, это не тот случай. Вот поддержка тебе сейчас очень поможет. Вот, просить совета. Тео прислушивается ко мне. Аарон у нас завершил уже рабочее задание, но я бы хотела, чтобы он еще чуть-чуть потренировался в пакостях. 24%. Хотя, в принципе, на сегодня нормально. Нормально, ты хорошо потрудился. И вот Аарон у нас идет в туалет, а мы потихонечку будем сейчас укладывать всех спать. Понедельник закончен. Завтра кому-то из них придется бежать за луком. Надеюсь, хоть один сможет это сделать. Вторник, раннее утро. Пробую передать обязанность по сбору урожая Теодору. Идет медленно. Он еще не знает, что лук могут стащить. Давай, собирай первую партию. И за вторым, Тео, есть еще второй куст. Тебе же родители все показывали, как нужно делать. Аарон у нас выспался. Ночью из-за того, что я его покормила луком, он 2 раза вставал в туалет, но зато мы ему намыли руки. И если бы вот не голод, то у него все было бы идеально. Ему сегодня к 2 часам на работу. Надеюсь, что хотя бы вот деленица он прокачает. Потому что если будет меньше, я думаю, мы не успеем тогда закрыть карьеру. Тео молодец. Тео смог добыть сегодня все 10 луковок. Сейчас, видимо, он их и поест. Так, Айден у нас тоже поест луковки. У меня прям, знаете, у меня сегодня такое настроение, наверное, как и у моих персонажей. Вот они просто делают, что должны делать. У них нет желания разговаривать, что-то обсуждать. Раньше Аарон думал о работе, думал о Вивиан, о детях. Мальчишки хотели повеселиться с друзьями, сходить на выпускной. А сейчас ничего такого нет. Вот Аарон, например, он просто знает, что ему сегодня надо качать логику и отправиться на работу в хорошем настроении. Поэтому он старается все для этого сделать. И вот Аарон перед работой решил немножко посидеть с ребенком. Логику он прокачал, поэтому сейчас это больше, знаете, такая необходимость друг в друге, так как за несколько дней у них 2 человека из семьи, 2 человек не стало практически в одно время. И Аарон очень грустный, но я надеюсь, это не помешает ему прокачать производительность. И вот за целый день половинка, даже меньше, наверное, половинки у Аарона. И завтра ему опять на работу, а ему отпуск нужен. Даже не знаю. Отправлю его на йогу? Мне нужен план. Мне опять нужен план, что делать с Аароном. Старшие ребята у меня уже ушли спать. Аарон на коврике, Айден за шахматами. Вторник заканчивается. Быстро. Дни пролетают очень быстро. Время только 6 утра, но вначале я хотела вам показать, для чего я строила этот подвал. Вот, здесь у меня будут стоять урны, и я хочу сейчас повесить фото Вивиан, и я хотела с вами посоветоваться. Я сначала сделала фото Вивиан цветной, но потом подумала и сделала еще черно-белое. Как на ваш взгляд, как лучше? Вот общие фото, свадьба, они точно останутся цветными, а вот симы, которых не стало, не знаю, цветные или черно-белые. И вот про что я и говорила, никто не хочет идти за луком. У Тео все плохо, у Джейдена еще хуже. Уже 6:25.
а никто еще не ушел. Я смогла вот отправить Джейдена за луком. Он был в грустном настроении, и он мог его собрать. А сейчас вот я не знаю. Нет. Ну, понятно. Это было понятно. Так, у Айдена есть еще 2 часа. Может быть, его попробовать отправить. Мы тут с Аароном прокачиваем пакости, потому что нам нужно для сегодняшнего рабочего дня выполнить это задание. И, надеюсь, у него сейчас уйдут грустные мудлеты, и он хорошо продвинется по работе. И посмотрите, у нас пришел Айден, и он собрал 5 луковок. Больше никто не пойдет, да? Больше никто не пойдет, кроме Аарона. Да. Но он работает с 2, поэтому я думаю, сейчас он лучше пойдет готовиться к работе. Это важнее. Отправляем Аарона на работу. Ой, он стал возбужденным. Он возбужденный. Мы завершили рабочее задание, и, надеюсь, мы пройдем вот эту вот отметку, через это деление перейдем, потому что если не пройдем, то тогда я сомневаюсь, у меня сомнения по поводу завершения карьеры, поэтому держите за нас кулачки, ребят, ставлю ему упорно работать. А у нас сейчас произойдет важное событие, смотрите, 13% осталось. Так, вода закончилась, надо за водой бежать. 98, 99, 100. Все, представляете, Айден полностью повторил опыт Джейдена и тоже идет в школу всего на 2 дня, в четверг и в пятницу. У Джея было то же самое. И сейчас тогда я покормлю Ая луком. У них сломался коллектор росы. Джей такой: Тео, пошли со мной, я там вообще ничего не понимаю. Будешь мне подсказывать, инструкцию смотреть. И вот они тут вдвоем собрались, они же теперь старшие. Аарон на работе. К нам хотят зайти в гости. В гости, да, мы можем принять приглашение. Так вот, они тут вдвоем. Были вдвоем, Тео пошел встречать гостя, Джей докручивает последние болты. Не знаю, получится у него что-то или нет, потому что до этого он чинил у нас только раковину и унитазы. Ой, он молодец, смотрите, он починил и получает. И получил 1 детальку. Все, сейчас мы ее уберем. И он идет у нас тоже кушать лук. Мои едят лук. Аарон у нас нейтральный, и я еще ни разу не смотрела его прогресс. Я боюсь, если честно, открывать. О, дошли вроде, да? Можно ему поставить упорно работать? Я поставлю. Мне нужно, чтобы он перешел через это последнее деление, иначе мы можем не получить в воскресенье повышение. Аарон, давай, старайся. К ребятам тут зашел друг. И только он более-менее, знаете, смог их как-то раскачать, расшевелить. Он им сказал: что вы закрылись дома, никуда не выходите. Чем дольше ты будешь сидеть дома один, тем вам будет хуже. Он, знаете, поговорив с другом, он немножечко так изменил мысли у моих ребят и помог им немножечко справиться с ситуацией. Они стали как-то более открытыми, у них все больше стало появляться мысли о том, что они хотят с кем-то поговорить, с кем-то познакомиться. Сейчас вернется Аарон у нас. Yes! Мы перешли через последнее деленица, и я правда рада. Ему просто нужно сейчас отдохнуть. Нет, он идет на коврик, он сам идет на коврик. Завтра у него выходной, пакости мы будем прокачивать завтра. Сегодня пусть он немного расслабится. Кстати, какой у нас уровень? 7. Еще много. Если с работой мы можем успеть, то можем не успеть, кстати, с прокачкой ЗОЖа. И вы знаете,
Я только сейчас начала привыкать, что у меня осталось всего 4 персонажа. Я до этого все время, чтобы выбрать Арна, нажимала на второй слот, и я вот до сих пор продолжаю нажимать на второй слот. Но начну их потихонечку тоже готовить к нормальной жизни. Аарон у нас тут сбегала за водой, поэтому начнем с Тео. Сейчас мы ему намоем руки. Не знаю, как ему досуг повышать. Съедим с ним одну луковицу. Он сейчас захочет в туалет, поэтому я его сразу отправлю. И, кстати, у нас там были книжки, поэтому давайте-ка я достану ему с Джейденом по книжке. Может быть, это улучшит им досуг. Я что-то совсем забыла про книги. Так, следующий Джейден. Джей, давай тоже. Он пошел в туалет? Нет, спать. Я тут только решила ими позаниматься, и смотрите, Джейден спит, Айден спит, Аарон спит, один вот Тео. Один Тео у нас пришел почитать книгу. И тогда он сейчас вот почитает книжку и тоже будет ложиться спать. На этом среда заканчивается. Спокойной ночи. И посмотрите, не зря я эту комнату делала. Вивиан здесь смотрит, вспоминает свою жизнь. Но я думаю, она гордится. Она гордится тем, как она ее прожила. И на Мику смотрит, да. Вот, я же говорю, что это самое большое ее сожаление. И именно это повлияло на то, что Вивиан тоже не стала. Недоброе утро. У меня никто не хочет идти за луком. Я никогда не думала, что у меня будет такая проблема. Попробую отправить Тео. Сейчас я ему скормлю луковки. Они поболтают, и, может быть, у него уйдут плохие мудлеты. Если не он, то тогда буду пробовать Аарона. Да, Тео так и не пошел. У нас за луком бежит Аарон. Аарон, скажи, столько всего нужно делать по работе, а я еще и за луком должен бегать. А у нас, кстати, сегодня Айден идет в школу, и его там покормят. Представляете, хоть одного покормят. Аарон, ты рад, да? Что хотя бы одного ребенка покормят. А мы с тобой бежим за вторым кустом лука. Не добежали мы до лука, потому что мы не хотим его собирать. Прекрасно. Вон Боб всегда бегает, всегда довольный, чистый. А мы? Почему так? У нас вот дома всего 2 луковки. Их сейчас доест Джейден, а Аарон принес нам еще только 5. Тео, давай мой руки. Так, а что ты хочешь? Болтать с персонажем, который нравится? Ему нравится Эда? Ну, пойдем караулить. Я хотела караулить Эду, а тут вот пришла Терина, и парень какой-то мимо еще проходил. А мне нужно еще кого-нибудь поймать, чтобы Аарон поделал шалости. Айден у нас в школе, и его там покормили, поэтому хоть с одним вопрос закрыт. Я нашла Аарону жертву, и у него от пакости повышается досуг. Это приятный бонус, приятный. Сейчас мы ему повысим досуг, прокачаем пакости и потом отправим на коврик. Сегодня нам надо закрыть рабочие задания по пакостям, и я думаю, мы, наверное, попробуем прокачать их до 6 уровня. Мало ли что может произойти в пятницу, поэтому мы должны быть готовы. Друзья, я очень стараюсь с его работой. Я, конечно, забросила ребят. И вы посмотрите, вот эта Терина опять стоит с Джейденом. А она Тео нравилась, кстати. Арна, ты не сдавайся. Даже если она соберется уходить, догоняй ее. Рабочее задание мы завершили, и уже 95%. Давай, старайся. Все, навык повышен до 6 уровня, и мы готовы к повышению на работе.
У нас осталось 2 рабочих дня, и мы готовы к повышению. Все прокачали. Поэтому теперь, Аарон, идем на коврик. День на этом не заканчивается. У тебя еще есть много занятий. У Аарона все еще 7 уровень ЗОЖ. Если мы не успеем прокачать этот навык по максимуму, то тогда он впадет в маразм. Так как у нас нет докторов в городе, то, получается, от радиации все пожилые персонажи впадают в маразм, а это значит, что мы не сможем им управлять, а есть лук он сам не может. Рыбы у нас нет, поэтому вы понимаете, да? Понимаете, к чему приведет, если он впадет в маразм. Смотрите, смотрите, Эда. Ой, а она к Джейдену. Я обрадовалась, а она к Джейдену. Сейчас Тео, мне кажется, расстроится. Ее первой заметил Тео. Пойдем с ней поговорим. И я думаю, Тео признается ей, скажет, что она ему очень нравится, и что он постоянно думает о ней. Он, видимо, видит, что она часто ходит к Джейдену, поэтому он решил обозначить свою позицию, чтобы, знаете, у нее не было каких-то сомнений, что вот она ему нравится. А дальше, конечно, решение будет за ней, кого она выберет, Тео или Джейдена. И мне кажется, что сейчас Джейден раздражен действиями Тео. Или нет? Нормально все? Что-то мне вначале показалось, что он как-то плохо отреагировал на флирт Теодора. И он такой: Тео, что ты делаешь? Но сейчас смотрю, и вроде бы ничего такого нет. Тео хочет пригласить ее на свидание. Извини, Тео, только вот можете сходить за домом погулять. Не нравится. Больше ей не нравится. А теперь нравится. Что за непостоянная девушка? И пока папа спит, ребята тут одни, поэтому Тео решил немножко позволить себе большего. Ой-ой-ой, перед этим персонажем невозможно устоять. Эда нравится Теодору. А мы это знаем. Она же ему самой первой понравилась. Нам интересно, нравится ли ей наш Теодор. Что у нас тут еще есть? Давайте признаемся ей. Все-таки она же давно ему нравится. Ого, это у него признание такое. Тео, ты готовился, что ли? Ты выучил стихи? Я не зря тебе книжки давала. Стать парой. Мы готовы стать парой или нет еще? Я забыла, какие у нее черты характера. Чудаковатые. Могут разговаривать сами с собой, а их эмоциональное состояние непредсказуемо. И больше мы ничего о ней не знаем. Но Тео и этого достаточно, потому что, видите, она у него любимая. А я никогда не играла с чертой характера чудаковатая. Не знаю, как это будет проявляться в апокалипсисе. Кто знает, есть там в этой черте характера какие-то подвохи? И я думаю, ей уже пора идти домой. Мне еще надо позаниматься Аароном. У нас еще и вода закончилась. И никто не успеет сбегать. Как же мне вам всем поднять гигиену? Так как воды нет, никто ничего делать не хочет, поэтому я их всех отправила спать. А Тео вот после встречи с Эдой, у него адреналин, у него гормоны. Он рад, наконец-то, что Эда ответила ему взаимностью. Он очень долго мечтал о ней, она все время здесь у него была вот в желаниях, но она при этом все время была с ним холодна. Вот все время она как-то отстранялась от него, то с Джейденом болтала. То есть никак у него не получилось с ней познакомиться поближе в романтическом плане. А сегодня вот наконец-то она ему ответила. Поэтому Тео счастлив, Тео очень счастлив. И чтобы хоть как-то успокоиться, он у нас пошел на коврик. На этом мы заканчиваем четверг, на этой приятной ноте.
6 утра стартуем. Я не знаю, посмотрите, они все в ужасном состоянии. У нас ночью был пожар, упал вот этот вот большой валун и загорелся на улице. Все, конечно же, проснулись, Аарон потушил этот пожар, но у всех опять там страхи, все вот это вот появилось. Так, Аарон выбрал коврик. У него в багаже хранятся все еще 5 луковок. Давайте их достанем. Айден в школе. Тео, иди скорее, тебе вот 2 луковки. Джей, иди и ты, ешь лук. Так, Аарон, пожалуйста, волчий аппетит через 18 часов. Ты уже скоро на работу пойдешь и поешь там. Ты же все прекрасно понимаешь. Или маразм у тебя уже начинается? Ой, а как она здесь оказалась? Как Эда здесь оказалась? Слухи не врали, Эда хочет пойти на выпускной с персонажем по имени Теодор. Согласится ли он? Она пришла его опять на выпускной пригласить? Мы же в прошлую субботу не ходили. И, видимо, он ей нравится, раз она его 2-й раз на выпускной приглашает. Конечно, если бы можно было бы, мы, конечно, пошли бы с тобой. Аарон уже отправился на работу, но я пока не могу поставить ему упорно работать. Надо подождать, когда исчезнут мудлеты про голод. И потом поставлю ему упорно работать. Он у нас намылся, вздремнул немного перед работой, поэтому надеюсь, он сегодня хорошо продвинется. И у нас дома, знаете, такая тишина. Аарон на работе, Джейден и Айден легли вздремнуть, и вот только Тео один ходит дома. Представляете, 1 человек, 1 персонаж. Ой, а вон Джей проснулся, да? Сейчас им будет повеселее. И я хотела вам показать, что я Аарону поставила упорно работать, но вот я не знаю, вернуть на обычный режим или нет, потому что осталось 2 часа всего, а у нас тут вот еще сколько надо пройти. Так, я вижу кого-то за дверью. Кто к нам пришел? Гера. Клептоманка пришла к нам, да? Так, кто у нас выспался? Никто. Но в любом случае, раз она сама пришла к нашей двери, думаю, ребята, конечно же, откроют ей дверь, они с ней поговорят, потому что это взрослая, и мы с вами, да, знаем, что она у нас кровать стащила. Но Теодор и Джейден были в то время еще детьми, Айден вообще, не помню, был он или нет, поэтому я думаю, им даже ничего про эту ситуацию не говорили, и у них нету вот этого к ней такого отношения, что там она может сделать что-то не так, поэтому я думаю, они нормально будут общаться. Так, 19:49. Неужели сейчас это случится? Да-да-да-да-да-да-да-да. Юху! Аарон, ты герой. У тебя костюмы все лучше и лучше. Ты это сделал. Несмотря на все события, несмотря на все, что произошло с нами на этой неделе, Аарон, ты это сделал. Ты действительно герой. Я сейчас заплачу от счастья. Ура! Вот, наш герой пошел сразу спать. Он пришел в нашу семью в середине возраста, между молодым и взрослым. Плюс ему карьера, представляете, досталась карьера с 11 уровнями. Поэтому, конечно, было сложно. Тройной агент. Поработав на хороших ребят, а потом на плохих, Аарон решает вернуться к добрым делам, чтобы помочь правозащитникам понять самых злостных преступников. Но на самом деле он им помогает или просто готовит для них ловушку? Кому он сохранит свою верность? Ну, конечно, мы работали на благо города. Он, как и Вивиан, хочет, чтобы город развивался, чтобы здесь было все самое лучшее, и чтобы здесь появились врачи, больницы, и никто больше не страдал от болезней. Он действительно молодец. Теперь нам
Осталось, чтобы он не впал в маразм, прокачать ему до максимума навык здорового образа жизни. И сделать нам нужно это до вторника, потому что с понедельника на вторник он повзрослеет. На этом все. Спокойной ночи. Доброе утро. А у нас история повторяется. 7 час, а за луком бежать некому. У нас еще Айден спит, но когда он проснется, у него тоже будет красный мудлет, а у них нет еды. Они съели последнюю луковицу. У нас, конечно, есть еще вариант сегодня съесть последнюю рыбку, но тогда что нам делать в будущем? Так я и не добилась, чтобы кто-то сходил за луком, а Аарону еще качать сегодня ЗОЖ. Поэтому, да, давайте берем рыбу. И первая в жизни готовка Джейдена. Сейчас мы посмотрим. О, приготовила, ничего не спалил. Тео такой: еда, еда. Так, все, давай делись. А где еда? Верните еду. Тео, тебе тоже достанется кусочек. Так, Тео ест тоже кусочек рыбы. Тоже положил себе в багаж. Это что у вас за привычка стала? Мамы нет, и вы теперь не используете стол для еды, что ли? И мне еще нужен вот этот малыш, но сначала в туалет. И Аарон, самый главный, Аарон. Сейчас все поедят, Аарон пойдет на коврик, а мы пойдем проверять лук. Кстати, я Аарона поздравлю в следующей серии с закрытием карьеры, но сейчас скажу, что злодей открывает нам возможность строить дом не только размером 8×8, мы теперь можем строить дом, какой хотим по размеру. Вот, правда, мы не можем менять то, что мы уже построили, мы не можем ни сносить стены, ни переносить, ничего не переклеивать, ничего не можем, можем только его достраивать. Поэтому в воскресенье я хочу вот здесь сделать пристройку и поставить здесь еще кровати и сделать здесь много туалетов, чтобы все было на первом этаже и чтобы мне было удобнее их контролировать. И Тео у нас собрал лук с первого куста. А за вторым кустом лука побежит уже Джейден. А мы пока давайте заберем у Тео луковки, которые он добыл. У него 5 луковок. Айден сел поиграть. Аарон на коврике. Сейчас нам Джейден еще должен собрать луковки. Вот, все, отлично. 10 луковок наши. Можете домой возвращаться? У Аарона какой навык? 8. Продолжаем заниматься. Но сначала помыться. Да, я с тобой согласна. Сначала помыться. У нас сегодня суббота, и у нас полный дом подростков. Тео опять хочет есть. Ой, а он кокетливый. А с кем? Давайте попробуем вот с этой девочкой. Я не виновата, но у него, смотрите, на свидание он хочет пойти с Эдой. Ну, это я тут балуюсь, да. Он у нас парень определившийся. Может быть, тогда не стоит мне вмешиваться, чтобы не смущать ни его, и чтобы опять Эда его не отшила. Да, согласны? Вот и они согласны все. Давай, тогда вот с подружкой тогда со своей любимой пообщайся. А у них, кстати, сегодня должен быть выпускной, если бы они в городе жили. Но в нашем мире апокалипсиса выпускного не бывает, поэтому вот они собрались отметить окончание школы. Время 9 вечера. Аарон стоит у меня до последнего. Я готова еще была пару часов назад, что он бросит йогу, знаете, я пойду с ним есть, мыться, но он все занимается и занимается. Видимо, он не хочет впасть в маразм, тем более у него маленький ребенок, да, Айден маленький у нас еще. И посмотрите, через 4% у нас будет только 9 уровень. И получается, сейчас я посчитаю, где-то 1,5 уровня мы прокачивали со вторника, а сегодня суббота. Практически 5 дней у нас ушло на 1,5 уровня. Поэтому точно, видимо, мы точно будем увольняться, и в воскресенье он у нас на работу уже не пойдет.
И сейчас он домоет руки, и я буду с вами прощаться. Когда наступит воскресенье, я сделаю пристройку и покажу вам уже в следующем эпизоде. И на следующей неделе мы будем праздновать день рождения Аарона, Теодора и Айдена. И давайте посмотрим календарь. Давно его у нас не было. У нас прошло уже 15 недель, и мы закрыли вторую карьеру. У нас Аарон прошел этот сложный путь и закрыл эту карьеру злодея. Мы поздравляем Аарона, а вам спасибо за просмотр и за лайки с комментариями тоже спасибо. Мне, правда, очень приятно. Пока-пока.